Привет, друзья! Это Salesmania. Если ты узнаешь что-то новое, пожалуйста, подпишись, лайкни, расшарь. Сегодня я хочу вам рассказать про LIFO, FIFO и FIFO. Что это такие за слова? Это акронимы основных методов управления товарными запасами для тех, кто работает в продажах, дистрибуции или на производстве. Начнем с первого LIFO. Last in, first out. Это самый простой метод управления складскими запасами и SKU. Что такое SKU, вы сможете узнать или вспомнить из этого видео в подсказке или по ссылке ниже. Last in, first out. Последний пришел, первый и ушел. Принцип LIFO предполагает отгрузку в первую очередь того SKU, который пришел последним. Этот вариант подходит для складов с такими товарами, как бетонные плиты, кирпичи, сантехника, товары для дома или тому подобное. Зоны хранения образуют стек, это так называемое стопочное хранение. Один тазик, второй тазик, третий тазик или одна плита, вторая плита, третья плита. Когда вы их отгружаете клиенту, то, безусловно, выбираете плиту не самую нижнюю, а самую верхнюю и отгружаете клиенту. Или не самый нижний продукт, тазик, а самый верхний. Кстати, давайте улыбнемся и посмотрим маленький фрагмент секундный из популярной комедии, в котором будет отлично видно, как можно сломать принцип LIFO одним движением. Следующий метод – FIFO. First expire, first out. Что первым истекает, то первым отгружается. Товары с меньшим остаточным сроком годности отгружаются в первую очередь. Этот метод управления товарными запасами, когда учитывается остаточный срок товара. По сути, он является основным методом для продуктов питания, медпрепаратов, цветочной продукции и так далее, где критичен срок годности. FIFO можно представить в виде очереди в магазин за продуктами, когда учтивые молодые покупатели пропускают вперед пожилых людей. И вы наверняка сталкивались с этим принципом в супермаркетах. Там работают менеджеры, мерчендайзеры, которые выкладывают продукцию. И их основная задача, кроме размещения товара на полке, поддержание планограмм, ротировать продукцию согласно срокам годности, применяя именно принцип FIFO. Они в глубине полочного пространства размещают свежий, только что поступивший продукт, двигая ближе к покупателю изделия более старшие по сроку. Например, вот есть полка. Здесь у вас находится йогурт. И подъезжает новая партия йогуртов, которую необходимо разместить на этой же полке. Это одно и то же название, одно и то же SKU. Соответственно, мерчендайзер должен эту продукцию выдвинуть ближе к покупателю, поставить здесь, а вновь прибывшую продукцию с более свежим сроком он выкладывает в глубину полочки. Но не путайте с просрочкой. Как раз в процессе этой ротации выявляется SKU с истекшим сроком, и продавцы обязаны его снять с продажи. Цель метода: первое, снижение потерь от списания просроченной продукции, чтобы она не возникала от длительного хранения на полке. И вторая цель – это чистка полок от единиц просроченного товара, если она все-таки случилась. Варианты обстоятельств FIFO на складе – это принятие возвратов с торговых объектов на хранение и повторная отгрузка их в розницу.
Это могут быть остатки от промо-акций, ассортимент от закрывшегося торгового объекта, который нужно оперативно распределить в другие магазины, а не хранить на складе, или сезонный ассортимент. Третий метод – FIFO – First in, first out. Что первым зашло, то первым и вышло. First in, first out. Здесь управление товарными потоками происходит не по сроку годности, а по срокам прибытия. Что первым пришло, то и должно первым уйти. Как правило, это принцип работы с товаром, который имеет одинаковый срок годности или вообще его не имеет. Принцип FIFO – это уже принцип живой очереди, когда люди в ней не обращают внимания на возраст участников. Какой клиент первый пришел, тот первым и должен быть обслужен. Возраст в данном случае не важен. Принцип FIFO является основным методом обработки товара сборного груза у транспортно-логистических компаний. Спасибо за внимание. Успехов в полях!